Небольшой дисклеймер. Я уверен, подавляющее большинство из вас не обратило бы на это внимание, но мне сказали так сказать, и я скажу: пятнышко на кофте — это шоколад, а я не чушка. Приятного просмотра. Друзья, всем привет! Я в Питере. Конечно же, я не могла оставить вас без какого-либо видеоконтента, потому что в первую очередь я это делаю для себя, чтобы мне потом было что вспомнить, было на что посмотреть, и заодно вместо того, чтобы скидывать все эти ролики каким-то своим друзьям, я это все выкладываю сюда, ну и, соответственно, если кто-то из вас не является моим другом, но вы посмотрели и вам понравилось, я считаю это супер. Единственное, этот контент будет немножечко таким странненьким. Почему странненьким? Потому что я немножко нахожусь вне зоны своего комфорта, а конкретно, как минимум, я нахожусь с человеком, которого я знаю не так давно, как знала Эльфину на момент приезда ее в Казахстан. Если вдруг кто-то не видел мой багаж путешествия в Казахстан и гневные комментарии внизу под этим видеороликом, то где-то вот тут должна быть подсказочка, можете перейти посмотреть. И, соответственно, мне немножечко пока супер некомфортно, потому что Санкт-Петербург очень большой город, и меня немножечко стесняет момент от того, что я буду просто идти что-то записывать, да, в отличие от того же Красноярска, потому что в Красноярске объективно я вообще срать хотела на то, кто на меня смотрит, как на меня смотрит, что обо мне подумают, мне вообще плевать. Здесь мне немножечко не плевать. И поэтому какие-то моменты я сильно прям как это объяснить? Короче, что-то я вам буду показывать, но рассказывать закадровым голосом, потому что в этот момент, честно, мне не хватало смелости достать камеру и начать вам что-то рассказывать в моменте. Иногда, конечно, я все равно себя перебарывала, потому что когда я только начала делать видосы на YouTube, я выкладывала видос в инсту о том, что, типа, я знаю, что мне будет очень тяжело перебарывать себя, доставать в незнакомых местах камеру и все такое, и начать что-то говорить, потому что, ну, не знаю, у меня какой-то блок на это стоит, я не могу его просто взять и перебороть. Поэтому, в общем, мне пока что все еще тяжело. Но я думаю, что мне тяжело, потому что я делаю это крайне редко, ну и это первый мой выезд в какой-то супер большой город. Ну ладно, Алматы тоже, конечно, был большим городом. Почему-то, наверное, рядом с Эльфиной мне было слишком комфортно, что мне было вообще срать, кто там что посмотрит, увидит, зафиксирует и так далее. Какие-то моменты, еще раз повторюсь, да, тезисно, что буду рассказывать вам таким образом, закадровым голосом и просто что-то показывать. Сильно мы еще нигде не были, это мой 3-й день в Питере из 6. В первый день мы просто сходили покушать, и у нас был такой, как бы, просмотр сериалов и просто чил-день. Вчера мы уже посетили побольше, и, в принципе, оставшееся время я планирую провести достаточно активно. И постараюсь с сегодняшнего дня все-таки вам доставать камеру и ходить и снимать вот так вот вместе с петличкой. Вот, ну, в общем, let's go. Оп, мы немножечко здесь. Потому что в целом там мне было особо некогда заниматься тем, чтобы вам что-то рассказывать, как-то записывать свои видосы именно в плане какого-то закадрового голоса, поэтому я думаю, что будет логично, если я начну отсюда. Во-первых, очень многим был интересен момент моего первого полета, поэтому я его все равно расскажу здесь. Вы как хотите, можете это скипнуть просто на другой тайминг. Собственно, как прошел мой полет? Во-первых, я толком ничего не снимала, потому что для меня это был великий стресс, потому что, еще раз, только что вот я сказала о том, что это был мой первый полет. И, соответственно, в аэропорт я поехала полностью одна. Мне никто со мной, никого не было рядом. Мне было очень страшно опоздать на свой рейс, хотя, если честно, я приехала сильно заранее. По-моему, аж за 2,5 часа до посадки я уже была в зале ожидания и такая, ну, надо что-нибудь делать. То есть весь досмотр я прошла минут за 15, и все, и, ну, как бы, я просто очень сильно приехала заранее. Сам полет, не сказать, что был каким-то супер страшным для меня. Когда я села в самолет, во-первых, я примерно понимала, что это будет выглядеть именно так, а именно сами места были, как будто я сижу в автобусе. Типа, ничего удивительного, просто вот, ну, тебя перевозят. Перелет у тебя.
И, соответственно, как бы мне не было дискомфортно, но я говорю, по ощущениям, как будто я просто ехала в автобусе, только который не шатался туда-сюда. Это что касается самого полета. В целом, весь полет прошел хорошо, не было никаких, абсолютно меня не тошнило, мне не было страшно, мне не было паники, турбулентности не было, короче, все как по маслу, кроме моментов, когда мы взлетали и садились. Вот там мне, конечно, было интересно. Еще один момент, очень важный, очень интересный, мы специально выбирали мне места возле окна. Угадайте, у кого единственный в самолете не было окон? У меня. Не знаю, каким таким боком вообще... Я прям потом пошла, когда в туалет, я увидела, реально, я на всех смотрела, у каждого сиденья рядом есть окно, у меня нет. Не понравилось мне это, но, тем не менее, когда откидываешь спинку, вот тут у меня все равно было соседнее окошко, и оно достаточно хорошо мне открывалось, поэтому что-то я даже успела подснять, сфоткать, поэтому немножечко, в целом я была довольна. Ну и днем как бы толком ничего не увидишь, потому что, облака, и как бы все, больше, если честно, я ничего не видела. При полете перед непосредственно взлетом, когда мы готовились к взлету, самолет поехал, я такая, вау, самолет так может быстро ехать, понятное дело, что он и так очень быстрый, но для меня на тот момент, я такая думаю, мы так резко разогнались до высокой скорости. И вот каково было мое удивление, когда я услышала, дамы и господа, мы готовы к взлету, и мы, полетели, с такой скоростью, что, я... И вот там, конечно, мне немножечко страшновато стало. Я помню, что когда мы начали взлетать, мы уже оказались на высоте где-то, примерно высотой с деревья, и я просто лечу, и такая думаю, и вот как оно летит. И вот этому я сейчас доверяю свою жизнь. Ага. Но в целом я долетела хорошо, нормально. При посадке меня абсолютно ничего не беспокоило, то есть все было хорошо. По поводу ушей, уши закладывала у меня только в момент взлета, все остальное время вообще абсолютно никак это на меня не влияло. Не знаю, может быть, потому что я была в наушниках, и мне как бы было никак. В общем, к сути-то, я прилетела, меня встретили, все супер, как и сказала, в первый день он был такой чил-день, и, по-моему, на следующий день мы пошли уже по всяким развлекаловкам, экскурсиям и прочему. Первое, куда мы пришли, это в музей сновидений. Я читала, что это какая-то супер прикольная штука, и туда, круто будет сходить, но не учла тот момент, что это такое место, в котором можно брать безлимит и, ходить, короче, везде-везде, а не только по каким-то отдельным местам. Так вышло, что когда мы покупали билеты, либо мы, конечно, не увидели, либо этого не было на сайте, и поэтому мы не взяли нормально полностью, чтобы походить там, а взяли только, грубо говоря, одну локацию, которую прошли, по-моему, за минут 40, около того, хотя по факту объективно она проходится минут за 15, но мы выжили оттуда максимум. Первым делом, естественно, мы сначала туда приехали и прогулялись немножечко по улочкам возле Эрмитажа. В Эрмитаж мы не сходили, потому что, если честно, мне было лень, потому что я знаю, что Эрмитаж — это такое место, в котором ты за один день ничего не пройдешь, и даже, не за несколько часов, естественно, и поэтому как-то я решила это оставить на потом. Не знаю почему, но не хотела я идти в Эрмитаж, хотела просто на него посмотреть, и вот вы можете тоже посмотреть на Эрмитаж. И непосредственно сам музей сновидений, нам он не сильно понравился только тем, что то, что я и сказала, это была одна единственная локация, которая проходилась, в принципе, достаточно быстро. Во-вторых, когда мы туда пришли, и в целом, когда я приехала, постоянные были проблемы с интернетом в связи с определенными событиями, и мы не смогли загрузить заранее билет, а точнее, у меня был загружен только один билет из двух, получается. И когда мы туда пришли, нам сказали, что мы спустились вниз, нам сказали, идите наверх, вам там распечатают билеты. Мы думаем, зачем нам печатать билеты, если они у нас есть. В итоге мы поднялись наверх, сказали, нам нужно распечатать билеты, они сказали, вообще-то вам и снизу их могут распечатать. Мы такие, супер, друзья, вообще класс, кайф. В итоге женщина, которая была наверху, решила отсканировать нам эти билеты, но, как я и сказала, не было интернета, я не смогла подгрузить второй билет, и все. Вот именно в момент, когда мы туда зашли, у меня пропал интернет, хотя до этого у нас был доступ в интернет, буквально минуту назад.
И, соответственно, мы пошли искать Wi-Fi, мы пошли где-нибудь как-нибудь загрузить эти билеты, зашли, загрузили, вернулись, нас встретила другая девушка, которая снова отправила нас вниз, мы такие, no, мы уже вниз не пойдем, дайте нам, блядь, уже, ну, зайти, ну, это что такое? И на самом деле единственным спасением оказалось то, что это место было не ограничено по времени, то есть мы туда приходим, и мы можем по факту там хоть весь день чилить, но это, наверное, единственное, что помогло, потому что если бы это было ограничено по времени, я думаю, спустя 10 минут нас бы никто не пустил. Вот, как-то так. Ну и, собственно, мы походили, посмотрели всякие интересные моментики, которые вы сейчас будете видеть. Часть, опять же, я говорю, что я не записывала голосом, поэтому что-то из этого будет просто под музыку, где-то я даже умудрилась испугаться, хотя, казалось бы, там нет ничего страшного. Ну и вот так. Подержи. А куда ты нажимал? Просто цифры. Какую? 102, 5. Офигеть. Она угрожает мне. Пока. Это мне не интересно. А я кто? А что за звери? Там медведь, сова. Вот я, наверное, сова. Ну, похуй. О, собака. Давай, пускай я буду собакой. Выбери, с какой игрушкой ты обычно спишь. А, я с Мишкой сплю. Вот Мишка. Мишка не работает. Эх. Ой. Спасибо. Ну-ка, динозавр. А я на кролика, да? О, а динозавр работает. А я Мишку хочу. Что за дела? Блин, так на камере красиво вообще, смотри. Я очень хотела себе раньше такую игрушку. Вот такую. Конечно. Вот это очень красиво. Подожди. С тобой что-то происходит, нет? О! Она двигается к нему. Она убьет его? Что она с ним делает? Блин, не видно, ладно. Ой, ёпта мать. Я очень испугалась. Тут написано легко. Я думала, там будет легко. Ну зайди. Ну ты-то уже знаешь, что там какая-то херня, я-то не знала. Она дергается? Нет, я просто обосралась. И не ожидала никого там увидеть. Теперь ты первый. Сюда хочешь? Нет, я не пойду первый. Блин, если какая-то тема дергается, То есть, я просто решила пойти по пути наименьшего сопротивления и обосралась. В общем, подводя итог, нам понравилось это место, не понравилась только вот эта вот история с персоналом, история с интернетом, что нет никакой другой штуки, так скажем, в виде клиентоориентированности, что, вы заплатили и хер с ним, но как бы, просто нам даже не сказали о том, что если что, у вас неограниченное время, типа, вы можете в любой момент подойти, как появится интернет или что-то такое, да даже если это так, я как человек, у меня могут быть другие планы, и, в общем, очень странно, что это не предусмотрено. Вот. И еще в моменте, когда мы ходили там между комнатками, особенно где я испугалась, там и ходил какой-то мальчик, я не знаю, как будто бы ему было лет 13, и он ходил за нами по пятам, потому что, видимо, боялся их один открывать. Это было очень мило. Следующее место, которое мы посетили, это, конечно же, не совсем развлекательная история, потому что, я в Питере, я же сюда приехала не только ходить по каким-то просто красивым местам, и, конечно, мне интересно посмотреть на какие-то дворцы, на какие-то улицы исторические и все такое, не знаю, у меня это вызывает такой особый шарм.
И мы посетили Юсуповский дворец, который принадлежал знатному роду Юсуповых 1830-х годов. Безумно большой, безумно красивый дворец. Первое, что точно нужно знать, это что сама экскурсия по этому дворцу насчитывает в себе несколько маршрутов, а конкретно, по-моему, их там 6. Мы пошли по 4-му маршруту, в котором в основном нам рассказывали про какие-то гостиные, про танцевальные залы, приемные, и, естественно, нам показали место убийства Распутина, что было, кстати, очень интересно. Из таких прям ключевых моментов, которые мне оттуда запомнились, это почему-то лестница. На ней было тоже уделено очень много внимания, что там вот эта вот огромная люстра, которая весит, по-моему, если я не ошибаюсь, в районе 600 килограмм с копейками, что это самая большая люстра во дворце, и, в принципе, там на самом деле очень красиво. И подниматься по этой лестнице, не знаю, меня вызвал какой-то детский восторг. Затем это, конечно же, танцевальные залы. Они практически... Ладно, не практически, только один из них оказался самым большим. Там очень много зеркал, естественно, чтобы создать пространство еще большее, чем оно есть. Огромное, вот да, хотела бы выделить, что огромная куча свечей вообще, и в принципе вот этих люстр, куда вставлялись свечи. Насколько я помню, экскурсовод рассказывала нам о том, что целая бригада, которая зажигала все эти свечи каждый день в разных комнатах. Это, конечно, невероятная работа. И там просто очень-очень красиво. И третье, что я хотела бы выделить, это театр. У людей был свой домашний театр. Это очень красиво. Туда заходишь, все красно-золотое. Я не знаю, это было очень красиво. И как нам рассказали, там до сих пор проходят представления. То есть там покупается отдельный билет, и можно прийти и реально посмотреть на какой-то спектакль, который там показывают. Насколько я помню, там, по-моему, 180 мест где-то, и можно купить билетик и сходить туда, в театр, и прочувствовать эту атмосферку. Нам посчастливилось заметить один моментик, когда открывалась кулиса, которая, кстати, опять же, как нам сказали, там висит оригинальная, и, в принципе, это было прикольно увидеть, как она просто, в принципе, открывается, что там очень большая сцена, очень много места. В общем, театр был невероятно красивым и интересным местом. Ну, а на этом пока все, друзья. Это была такая условная первая часть моей поездки в Санкт-Петербург, потому что видос бы получился достаточно длинным, я решила разделить его на несколько частей. Следующие части будут не такие, наверное, длинные и содержательные, потому что здесь больше какая-то эмоциональная составляющая в виде поездки. Такой первый уводный день в Питере. Я думаю, что я сделаю всего 2 видоса, поэтому увидимся с вами уже во второй части. И я напоминаю, что вы можете подписаться на мои соцсети, это на Twitch и на мой телеграм-канал. Я вас там буду ждать. Там я, естественно, рассказываю обо всем первее, и новости все вы увидите первее. Все, пока-пока.